Здравствуйте, мама, папа, Ксюша и бабушки. Я отдыхаю хорошо. Я дружу с Валерой, Сашей, с Колей. Мы ходили купаться в море. У нас не продают. Я провожу время за играми, наверное. Мама, я не записался в библиотеку. Я встаю утром раньше горно. Мама, я делаю зарядку хорошо. Мама, я не умываюсь и не чистю зубы. У меня рубашки и майки грязные. Костер у нас был, но небольшой. До свидания. Целую крепко-крепко, ваш Богдан. Видишь, я не умываюсь, не чищу зубы и все такое прочее. Ой, вот любимый мой костюмчик. В этом костюмчике даже кукла до сих пор сидит. Вот год ему уже исполнился год, и мы его подстригли. Причем его, когда подстригали, рядом мальчик очень плакал, а Богдан говорил: я мужчина. Что на дворе ненастно, как на сердце у нас, что жизнь была напрасна, что жизнь была прекрасна, что все вы... Не знаю, вот не любил читать и все. Вот что-нибудь крутить, что-нибудь развинчивать. Только баба Тома привезет ему какую-нибудь игрушку. И Богдан замолчал. Нет, Богдан уже эту игрушку раскрутил на мелкие кусочки. Как ты там раскрутил? У тебя нет ни отвертки, ничего. Вот как ты руками, вот он обязательно пальчиками там договоряется, раскрутит это. А теперь, говорю, собирай. Под музыку Вивальди, под славный клавесин. Первый раз мы пошли с папой в поход, тогда он еще не был, ни папой, ни мужем. Пошли в поход в Восточные Саяны. У нас было в команде всего 3 девушки. Ну, конечно же, я была безрукой, беспомощной, мне надо было одевать варежки. Этот поход отличался тем, что мы весь поход непрерывно тащили лыжи на себе, а если мы все-таки шли на лыжах, то по щиколотку в воде, как минимум. Реки были промерзшие, все сверху них текла вода, это было очень... В общем, приятнее было идти без лыж. В этом походе, наверное, и зародились наши чувства. И когда мы приехали в Москву, мы начали встречаться. И по весне уже договорились мы с Богданом встретиться как-то в метро. Я стояла, его долго ждала, он меня тоже долго ждал. Я, естественно, перепутала станцию метро или выход, я уже не помню что. Я была очень разозленная, и спасло наши отношения. Во-первых, он сообразил меня найти в метро. А во-вторых, спасли наши отношения баночка клубники с дачи, которую он привез, которой он смог меня утешить, успокоить. Так что, если бы не дачная клубника, наверное, мы не были бы вместе. Богдан как познакомил меня с Леной. Ну, то, что он там, у него девочка есть, Лена, это я знала, он там пропадал, я звонил, я его предупреждала, говорю: как тебе не стыдно, я тут стою вот у окна и жду, когда ты вернешься. Разве можно так? Ну, неспокойно, спокойно, все равно поздно, нельзя так. Вот, ну ладно, и вот, значит, потом уже они говорят: ну хорошо, мы приедем к вам на дачу. Хорошо. И вот мы приехала, Лена такая тоненькая, такая высокая. Вот, ну пошли. Что делать на даче? Пошли за грибами. Значит, взяли мы с собой подстилку, какую-то там одеялко, эти самые корзинки, пошли. А далеко идти не хотелось, поэтому мы подошли к озеру. А тогда еще вот сейчас, где там вот такая грязь, да, где озеро, там было хорошее озеро. Озеро хорошее такое, не заросшее еще все. Ну и что-то идти жарко, идти не хотелось. Давайте здесь сядем.
ну давайте. А трава была, вот знаешь, по грудь такая высокая, хорошая трава. И мы, значит, расстелили с Леной это одеяло, сели. А Богдан с Сашей говорит, а мы побежим по перелескам, мы сейчас найдем каких-нибудь грибов. Ну хорошо, бегите. Значит, они скрылись в этой перелеске, а мы остались вдвоем. Сели с ней на это одеялко. И я смотрю, а недалеко от нас в этой траве гриб. Лена, говорю, смотри, тут, кажется, грибы есть. И мы с ней набрали, вот тут сидя на одном месте, набрали больше грибов, чем они через 40 минут вернулись с пустыми корзинками. А у нас целая куча, потому что мы ползали, а это я не знаю, какие грибы были. Ну, наверное, какие-то вот новые, говорю, летние такие, подберезовки или еще какие-то. Столько много грибов набрали. И не просто, где же Как вы думаете, какая обычно бывает первая покупка у невесты к свадьбе? У меня была первая покупка к свадьбе. Это резиновые сапоги, которые были куплены для того, чтобы праздновать свадьбу на даче. Потому что Богдан сказал, что дойти до дачи невозможно. Там есть волшебный перешейк, который надо проходить только в резиновых сапогах в любое время года. Вот однажды пришли к ним, я не знаю, чего так рано пришли. Это было, рано, часов, наверное, 11. Эти спят, а Стася бегает. Бегает, она уже так годики, наверное, было, бегает по этой комнате. Лена, ведь ребенок кушать хочет. Вот у нее вода, вот у нее молоко, вот у нее печенье. Значит, вот пусть она сама ест, а мы спим. И правда, она так и не они вас так воспитали, что вы их не будили. Они вот спали там, сколько, допустим. Помню, когда я была маленькой, мы часто ездили куда-то на машине отдыхать или просто в дальнюю дорогу. Мы всегда с Варей сидели сзади, и часто там был настил из сидений, где мы спали. И папа, когда вел машину, я долго старалась не спать, вот реально сидела, чуть ли не спички в глаза вставляла, чтобы не заснуть. Считаю, что таким образом я его каким-то поддерживаю. Типа он не спит, и я не сплю. Я помню, что не диафильмы мы смотрели, а именно фотографии, как слайды, да, когда вы с мамой ходили в походы, и вы нам показывали как раз на этом проекторе все эти красоты. Черно-белые слайды, да, с горами, с лесами какими-то. Для нас это все было с одной стороны дико, а с другой стороны очень близко, потому что Карелия, Крым. И каждый слайд, там каждые 2 кадра надо было менять слайды. Это было целое действие. Папа учит таким вещам, которые обычно маму не учат. Вот, и мало того, что ты хотел мальчиков и родились девочки, и у нас всегда какие-то машинки были, мы всякие винтики крутили, раскручивали. Вот, из самого такого важного за последнее время необходимого это история с колесом в Нижнем Новгороде, когда мы с тобой на Зафире поменяли это колесо. Ну, мало того, что ты нас обучал в детстве там закручивать всякие винтики, не винтики, шайбы, не шайбы, там строить мебель из Икеи, собирать мебель из Икеи и так далее. Так еще в школе ты часто объяснял мне физику, как мы сидели, я помню, на Изюмской за столом на кухне. Я с этими идиотскими задачами по физике, которых я абсолютно не понимала, и я вообще ничего-то не понимала, ты мне сидел, там часами объясняла несчастную физику. Конечно, мало что это осталось в моей голове с тех пор, но потом ты, в принципе, мне так из серии помогал с дипломом, так что спасибо, что помогаешь мне всю мою жизнь. Тему о школе, о помощи. Я помню, когда у меня случилась проблема в школе, мне забили стрелку, как мы собрались все в моей комнате, вот, начали выяснять, что случилось, почему и как. Вот, и ты сказал, все нормально, не переживай, и начал учить меня всяким трюкам, как драться, как что делать. Папа всегда вместе со всеми переживал за мои результаты в плавании и всегда говорил, что он не сможет так же быстро, как я, проплыть бассейн.
Он всегда покупал мне подарки, которые мне нравятся, и сейчас покупает. Мы с ним много куда ездили. Нам было весело вместе. А еще в детстве, когда у нас тоже не было телевизора, и большинство сказок и всего мультфильмов мы знали по кассетам, было прикольно, когда там раз в довольно длительное время родители доставали нам старый аппарат для проигрывания диафильмов, и мы смотрели различные диафильмы, типа «Ну погоди», еще такого плана. Потом было очень прикольно, когда ты уже смотрел эти мультфильмы и видел просто какие-то кадры, которые ты уже знал, но целого мультфильма ты не видел, а видел только кадры из него, потому что они были в диафильмах. А самым ярким воспоминанием детства у нас со Стасикой, когда папа нам играл на гитаре. Чаще всего это было в воскресенье вечером, когда мама уходила на хор, и папа отрывался. Да, и песня, которая ассоциируется с этими днями, моментами, она, одна возникает прямо явно. Да, и мы вам ее споем. Тут гитара должна быть. И музыка. О, сладкий мир, когда старик на самый нос и скажет псу: а ну-ка, пес, пойдем во дворик. А на дворе метет снежок и скажет псу: привет, дружок. Безломный дворник, дядя Костя алкоголик. У дяди Кости левых нет доходов, зато есть бак для пищевых отходов. Зато у дяди Кости в этом баке всегда найдутся кости для собаки. У Павла получалось лучше. Дорогой папа, ну давай, я тебя посмотрю. рождения, желаю тебе счастья, здоровья, люблю, Подстрахую, хорошо. Какой папа у нас? еще добрый, любимый. Изобретательный. А чему тебя папа учил? Открывать пакет с макаронами. Надо вот это, допустим, макароны. Надо их как треснуть, макароны сами открывать. Я очень благодарна родителям за свое детство, за все эти походы, Крым и прочее. Но не все мне в этом нравилось. Я помню, что я сильно не любила засыпать с родителями, особенно в Крыму, потому что там было ожарение. Вот, и палатка была вроде большая, нас было всего 4. Вот, но родители зажимали нас со Стасей между собой. И когда мы просыпались, было очень жарко. И в какой-то момент я поняла, что я не люблю из-за этого похода. Я тоже было нельзя, потому что надо было сначала вылезти из этого спальни вместе со всеми. Точно. Потом надо было перелезть, открыть палатку нормально, а потом, самое ужасное, ее надо было выйти из палатки, закрыть, и зайдя в палатку опять закрыть. А застежка там была просто идиотская. Там надо было потянуть за что мы вам веревочку. рассказываем, вы сами знаете, какая там застежка была. Да, но на самом деле сейчас уже, когда ты вырос, ты понимаешь, Когда палатки с молниями. Да, когда палатки с молниями, можешь выходить в туалет, когда хочешь. Понимаешь, что на самом деле это было круто, это какие-то мелочи жизни. Вот, спасибо. И продолжая тему а-ля походов, когда каждый раз, когда не довольно часто, но периодически, когда там бабушки, дедушки натащат, там, чтобы давайте поставим палатку в огороде, и когда бабушка начала говорить, что да нет, как же они там будут спать, они замерзнут, ла-ла-ла. Папа всегда говорит: да ладно, типа, пусть спят в палатке, чего такого. И мы спали прямо в саду, в палатке, и нормально. И шепчет во сне бродяга кому-то: не позабудь. Но с дымом сливается песня, ребята отводят взгляды, и шепчет во сне бродяга